Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Михаил Ломоносов. Все так, отличное утверждение, однако у него же есть и такое высказывание. Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерить циркулем. Таков же и богословие учитель, если он думает, что по псалтыре научиться можно астрономии и химии. А вот тут уже не все так однозначно. Вся наша жизнь состоит из рассказываний историй, и у любой истории есть главный герой, протагонист. История, где герой сплошь правильный и положительный, скучна и нереалистична. Примерно таким героем кажется математика в истории человечества. Но так ли безупречна математика на самом деле? Более реалистичны и более интересны те истории, где герой не так однозначен. Может, и математика такова? Попробуем разобраться и начнем издалека. Кто-то считает математику наукой, но так ли это? Бывают естественные науки, бывают гуманитарные. Что их объединяет и отличает от математики? У настоящей науки есть предмет исследования, и это реальные объекты. Для естественных наук это материальные объекты, а для гуманитарных – абстрактные, но тоже опирающиеся на материальные. Люди живут в материальном мире, частью его же они сами и являются. А все гуманитарные дисциплины основываются на взаимосвязях между людьми, что в итоге тоже воплощается физически. Математика же исследует чисто абстрактные объекты, оторванные непосредственно от реальности. Да, математика используется как инструмент во всех науках, но все же это не прямое сопоставление абстракции с реальностью. Предметом изучения в математике являются именно математические объекты, а не их воплощение в реальность. И есть такая штука, как опыт, критерий истинности. И это неприменимо в математике, в отличие от настоящих наук. Дело не в том, что просчитанная математическая модель обладает предсказательной силой, а в том, что математическая модель живет отдельно от предметного воплощения, поскольку описывает только необходимую здесь и сейчас часть реальности, какую-то выделенную, ограниченную часть реальности. В любой научной или вообще познавательной деятельности можно задаться интересным вопросом, что первично, реальность или модель? Многие слышали про различия между физиками и лириками, однако более фундаментальное различие в мировоззрении между физиками-теоретиками и физиками-практиками. Физики-практики – это настоящие физики. Они экспериментами пытаются найти то, что не влезает в существующие сейчас теории. А физики-теоретики – это математики, которые существующей теорией, математической моделью, пытаются сделать выводы и прогнозы. Можно сказать, что практики – это ученые, ищущие неизвестное, а теоретики – это инженеры, которые пытаются воплотить известное. Забавно, как теория и практика меняются местами. Практики расширяют теории, а теоретики занимаются практическим воплощением. И те, и другие что-то создают, но, как говорится, есть нюанс. Вот такая диалектика получается. Так что выходит, что у настоящих наук есть обе составляющие – и теоретическая, и практическая. А вот у математики есть только теоретическая. Поэтому-то математика не наука, а лишь инструмент. С вопросом научности разобрались, а теперь отправимся к истокам, основанию математики. Копнем немного в историю. В воспитании подрастающих поколений последние десятилетия произошла интересная трансформация. Вроде не секрет, что базовым инструментом любой науки является логика, она же наука о мышлении. Однако классическая логика с ее 4 законами – законом тождества, законом противоречия, законом исключенного третьего и законом достаточного основания – вытеснилась математикой или математической логикой. То есть математика, можно сказать, по-тихому подменила собой логику. Но вот незадача. Вопрос логической непротиворечивости самой математики остается до сих пор открытым. В 1900 году на математическом конгрессе математик Давид Гильберт обозначил 23 кардинальных проблемы математики. Там почему-то под вторым номером, хотя вообще-то эта проблема должна быть под номером 0, стоял вопрос о непротиворечивости аксиом арифметики. Аксиомы – это исходные постулаты, от которых исходят все рассуждения. При этом сами аксиомы ни на что не могут опираться, так как сами первичны. Это такие догмы, которые выбрали ученые-мужи. При этом сами аксиомы со временем могут изменяться, что уже случалось в истории в разных разделах математики. Конечно, с арифметикой такое трудно представить, поскольку ее аксиомы вроде как совсем очевидны. Однако в 1930 году математик Курт Гёдель
доказал теорему о неполноте, которая утверждает, что если формальная арифметика не противоречива, то в ней существует невыводимая и неопровержимая формула. То есть, простыми словами, в арифметике существует двойственное, неоднозначное утверждение, которое является логическим противоречием по законам классической логики. Вот так вот, по сути, арифметика стала логически противоречивой. И что человечеству было делать с этим открытием? Понять и простить. Математика же работает, самолеты уже летают, на подходе ракеты в космос и атомная энергия. А там вообще полезли релятивистские и квантовые эффекты, которые еще дальше от классической логики стали отходить. Но это работает. В итоге логику чуток задвинули, и все пришло к концепции «заткнись и считай». Кого беспокоит основание математики? Общая алгебра наобобщала что-то и вроде как доказала непротиворечивость на более высоком уровне абстракции. Но все это для узкого круга специалистов. У нас тут на Земле без математики никуда, так что норм. Будет у нас математическая логика вместо классической, с примесью кое-где диалектической. Что ж, хорошая история и ссылок на авторитеты. Давайте разберемся по-простому, на пальцах, без всяких там великих цитат великих людей. Не стреляйте в пианино, оно рисует как умеет. Начнем с, собственно, арифметики. 2 плюс 2 же равно 4, или нет? Вся математика начинается с чисел. Сначала натуральных – 1, 2, 3 и так далее. В разговорном языке даже часть речи числительная есть. Все вроде очевидно. А давайте поймем, а что такое, собственно, 1, 2, 3? Вот есть у нас предмет яблоко. 1 – это сам этот предмет. А 2 – это этот предмет и другой такой же предмет. Например, 2 яблока. Однако, когда мы переходим от яблок к числам, возникает интересный момент. Встретились Маша и Петя, у каждого по одному яблоку. Сначала Петя отдал свое яблоко Маше. Потом Маша отдала одно яблоко Пете. Ситуация вернулась к изначальной. Или нет? С точки зрения арифметики, 1 плюс 1 равно 2 у Маши, 2 минус 1 – 1. Яблок снова поровну у двоих. Все как и было. Но сначала у Маши было зеленое неспелое яблоко, а теперь стало красное сочное. Все-таки что-то изменилось. В реальности каждый предмет уникален, не равен никакому другому предмету. Как там закон тождества классической логики говорит? В процессе рассуждения каждое понятие, суждение, должно употребляться в одном и том же смысле. А вот в нашей математической модели с яблоками за единицей ни один объект скрывается. То есть 1 плюс 1, конечно, равно 2. Только единицы-то не равны на самом-то деле. И так везде, где есть счет. Не только в количестве предметов, но и в расстоянии, и во времени. Первый тайм совсем не то, что второй. С яблоками и вообще со всем реальным есть уникальность каждого предмета. Они-то логике соответствуют. Ну или она им. Но в числах такого нету. А вообще, что такое числа? Это некоторые чисто абстрактные объекты. Но надо же как-то их определить. Чисел много, и они вроде разные. А все вместе они образуют числовое множество. Элементы множества можно непосредственно перечислять. У первых чисел даже свои отдельные имена есть. Но, во-первых, чисел очень-очень много. А во-вторых, для чисто абстрактных объектов этого недостаточно. Чего с этим абстрактным перечислением делать-то? Нужно как-то описать дополнительно эти элементы множества, чтобы их можно было использовать в реальной жизни. Как среди всяких произвольных абстракций выделить именно числа? Нужно задать какие-то правила, через которые можно определить, принадлежит ли некий абстрактный объект числовому множеству. Число ли он или нет. Собственно, арифметика, как раздел математики, посвященный числам, задает такие правила: арифметические операции. Сложение, вычитание, умножение, деление. Причем все эти операции сами связаны друг с другом. Например, вычитание – это операция, обратная сложению. А умножение – это повторенное сложение с самим собой. Деление же – это обратная операция к умножению. Правило принадлежности абстрактных объектов к числам может звучать так. Числа – это такие объекты, которые арифметическими операциями преобразуются в числа же. Иными словами, числовое множество замкнуто по арифметическим операциям. Вот тогда нам не нужно непосредственно определять, например, 100-500 как число.
Мы знаем, что можно взять много единичек и сложить их 100-500 раз. Так мы и получим число 100-500. И оно будет также свободно участвовать в арифметических операциях, как и другие числа. А вот так мы определились с натуральными числами. Из единицы и сложения мы можем последовательно получить все натуральные числа. Все это звучит какой-то банальностью на первый взгляд. Однако это просто, с натуральными числами. Посмотрим, что дальше будет. Когда мы от сложения перейдем в обратную сторону, к вычитанию, у нас из натуральных чисел появится сначала число 0, потом отрицательные числа. Таким образом, мы наше множество натуральных чисел расширили до целых чисел. Замыкание по операциям сложения и вычитания, то есть все то, куда мы ими из единицы добраться можем, уже множество целых чисел. Вот тут уже и соответствие реальности пропадает. И правда, что такое 0 яблок у Пети? Яблоки либо есть, либо их нет. А про минус одно яблоко и вообще непонятно. Должен Петя, что ли, яблоко Маше? А его взять есть откуда? Если же дополнительно мы перейдем сначала к умножению, потом к обратному ему делению, то у нас появятся дробные или рациональные числа. Пока тоже очевидно. А если вспомним про умножение на себя же, возведение в степень, и обратное, взятие корня, то при взятии корня из отрицательных чисел мнимые числа вылезут. Вот они-то как с реальностью связаны количественной характеристикой. Получается, что числовое множество не очень-то и замкнуто по арифметическим операциям. Однако самым интересным будет такая штука, как деление на 0, про которую говорят «нельзя», исключение. А вот тут мы приходим к логическому кругу причинно-следственных связей. Операции же определяют принадлежность абстрактного объекта числам. Если какой-то объект не удовлетворяет правилу, он не число. А у нас объект включен в правило, по которому объект и определяется. Кто тут причина, а кто следствие? Следствие не может задавать причину, даже в части исключения. Смысл фразы «исключение подтверждает правило» не в том, что оно его нарушает, а в том, что кажущееся на первый взгляд исключением лишь подтверждает правило, но просто неявным способом. В случае же с делением на 0 именно исключение, нарушающее правило, логическое противоречие. В натуральных числах нуля нет, хотя и на это в математике есть разные точки зрения. Может вообще без нуля обойтись? Но 0 нельзя выбросить из чисел. На нем, можно сказать, все в математике и держится, так как 2 – это по сути сумма двух единиц с нулевой разницей между ними. Но то математика, а вот с точки зрения реальности как раз такого противоречия нету, так как не может быть двух одинаковых предметов. Каждый объект реальности единичен и уникален, а если предмета нет, то и говорить не о чем. Когда у Маши было 2 яблока, у Пети было 0 яблок, то есть у него их не было. С точки зрения математики предмета нет, а количество этого предмета есть, но нулевое. Что в итоге? Стало понятно, что математическая модель арифметики не вполне адекватно описывает реальность на самом деле. С арифметикой разобрались, и теперь двинемся дальше, в теорию множеств. Все в нашей жизни множество, все из чего-то состоит, дробится на составные части, а части на еще меньшие части. Весь наш мир составной. Давайте отбросим пока числа и посмотрим на множество без них. Числа используются в теории множеств, например, при определении мощности множества, то есть количества элементов. Отбросим и это. Оставим только множество, подмножество как часть множества и надмножество, когда множество – само его часть. Опять же, нужны какие-то правила. Зададим операции над множествами. Объединение, пересечение, вычитание. Эти операции схожи со сложением и вычитанием чисел. Правило же наше такое. Все аргументы и результат операций – это множество. Не можем же мы, складывая и вычитая, вывалиться из множеств в какую-то неведомую абстракцию. А раз не удалось вполне описать числами реальность, попробуем множествами. Сразу перейдем к интересному. Если мы возьмем вообще все множества и объединим их так, чтобы любое возможное множество было подмножеством нашего объединения, мы получим так называемое множество всех множеств, то есть вообще все.
А если же у нас есть два не пересекающихся множества, но мы возьмем и пересечем их, тогда у нас получится пустое множество, пустота, ничто. В современной математике основная аксиоматика теории множеств — пустое множество относит к множествам, а множество всех множеств не относит. Но мы не будем на это ориентироваться и сами попробуем понять смысл. Начнем с пустого множества. Это как бы множество без элементов. Хотя множество — первичное понятие и не определяется, а постулируется, одно из описаний множества говорит, что множество — это совокупность, мыслимая как единое. Пустое же множество — это отсутствие совокупности, но присутствие единства. Что это означает в реальности, каждый может попробовать решить сам. Мы же попробуем другим путем пойти и не отказываться от логики. И смело скажем, что пустое множество — это не множество. Не присутствие отсутствия, а отсутствие присутствия. Но тогда нам придется утверждать, что ни аргументами, ни результатом операции над множествами не может быть пустое множество. То есть, сколько бы мы ни искали не пересекающихся множеств и сколько бы ни брали их разницу, она будет не пуста. Даже если мы возьмем пересечение двух множеств и вычтем его из обоих, потом снова возьмем их пересечение, то все равно оно будет не пусто. Математика за такое не похвалит. А вот что на это ответит реальность и логика? А реальность скажет, что в мире нет ничего, что как-то не пересекается с чем-либо другим. То есть не существует никаких двух сущностей, никогда и никак не взаимосвязанных друг с другом. В реальности изменение одной сущности по-любому отражается на изменении другой сущности. Напоминает фундаментальный принцип причинности, не правда? И если же вдруг что-то такое будет, то две сущности никак не смогут взаимодействовать. То есть попросту, находясь с одной стороны, не будет возможности вообще узнать о существовании другой стороны. По-другому, также можно сказать, что проекция одной сущности на другую будет нулевая, или они будут перпендикулярны. А вот так мы из теории множеств перешли в геометрию. Рассмотрим подробнее теперь ее. Мы привыкли жить в евклидовом мире, в трехмерном пространстве с тремя перпендикулярными осями, что как раз и означает нулевую проекцию осей друг на друга. Изменение значения по одной оси не влияет на изменение по другой. Ну или изменение одной сущности никак не влияет на изменение перпендикулярной ей сущности. Но то математика. А как ее привести в соответствие с реальностью? А давайте просто избавимся от нелогичного нуля в геометрии. Ну раз нуля нет, то и перпендикуляров нет, а значит и параллельных прямых нет. Все совсем где-то когда-то да пересечется. Вот так мы из геометрии Евклида попадаем в геометрию Римана, описанную пару веков назад, в которой через точку вне прямой нельзя привести ни одну параллельную исходную прямую. А вот такая геометрия получается ближе к логически непротиворечивой. Когда физика столетия с лишним назад вышла в далекий космос, оказалось, что на больших расстояниях геометрия пространства похожа на такую. Туда же добавилось еще и время, как четвертое измерение к трем пространственным. И наблюдения физиками релятивистских эффектов привели к тому, что пространство также не перпендикулярно времени, то есть они взаимосвязаны. Так и появилось четырехмерное пространство-время теории относительности. Следствием взаимозависимости пространства и времени стала точка пересечения этих двух ранее независимых сущностей, их конечный предел, отношение расстояния ко времени, скорость света. Та точка, где они переходят друг в друга. Неважно, какое значение имеет сама скорость света. Суть в том, что какое-то конечное значение есть следствие законов логики. Смысл даже не в том, что это скорость именно света. На самом деле это предел скорости перехода причины в следствие. Однако в геометрии Римана есть кривизна, а в реальности этой кривизны нет. Пространство, что называется, плоское. Тут надо понять, как выстроен сам процесс наших рассуждений. В общем виде он начинается с определения контекста, а потом на этом контексте, как основании, делаются высказывания. Также из геометрии мы сначала задаем евклидовый контекст, а потом на нем рисуем кривую геометрию. Берем плоский лист бумаги и на нем рисуем непрямые оси и всякие графики.
Вот только изначальный евклидовый контекст нелогичный. А логичная геометрия пространства-времени как раз и будет локально плоская, а глобально искривленная, замкнутая. Да, на таком сложнее рисовать, особенно в уме. Хотя мир-то мы так и видим. Например, встав на железнодорожные пути между рельсами, у нас по бокам будут параллельные линии. И сколько бы мы ни ходили туда-сюда, они никогда не пересекаются. Рельсы параллельны, но когда мы смотрим вдаль, то видим, как рельсы сходятся в точку. То есть для нашего наблюдения они где-то далеко пересекаются. Усилив наше зрение до космических высот, к этому наблюдению добавится еще и релятивистское время. Ведь чем дальше мы смотрим в глубины космоса, тем более ранний момент в истории Вселенной мы видим. А если бы мы заглянули дальше реликтового излучения, то в самой далекой дали, по расстоянию, мы бы увидели самое раннее, что было во Вселенной, точку Большого Взрыва. То есть, смотря в любом направлении небесной сферы, мы видим одну и ту же точку. Или если мы посмотрим в противоположные стороны, в самый дальний космос, то увидим два объекта в юности Вселенной. Сейчас расстояние между ними через нас – это 2 раза до края Вселенной, десятки миллиардов световых лет. Но вот в то время, когда мы их видим, между ними, дай бог, 1000 световых лет. Весь размер Вселенной тогда был такой в ее юности. Как это представить? Ну так на то это и называется небесная сфера. Перейдем от 3 измерений в 2 для наглядности. В какую сторону по сфере с Северного полюса не идти по поверхности, по прямой, придешь на Южный полюс. По земной сфере мы, правда, будем видеть кривизну, а вот на небесной сфере этой кривизны нет. В итоге именно такой и является логически непротиворечивая геометрия пространства-времени реальности. Хотя, вот мы тут рассуждаем про измерение пространства, его геометрию, кривизну. А что такое вообще пространство и время? Мы как-то можем их пощупать. Ощущения их вроде бы есть, а сами-то они существуют. Не нарисованные на бумажке, а в реальности. Свойства какие-то у них вроде есть, ну а сами-то они есть. Вообще, любое ощущение начинается с наблюдения, затем обработки, а потом мы переходим к следствиям, действиям, следующим наблюдениям. И так повторяется по кругу снова и снова. В основе наблюдения находится взаимодействие элементов вещества. Вещество позиционируется в пространстве и изменяет свое состояние и положение в пространстве во времени. Через пространство же вещество взаимодействует друг с другом. Когда-то была концепция эфира, теперь полей фундаментальных взаимодействий. Собственно, наблюдение – это и есть взаимодействие вещества. Наблюдатель получает сигнал от наблюдаемого любым возможным способом воздействия. Наблюдается – влияет, не наблюдается – не влияет. Наше ощущение пространства опирается на взаимодействие с полем, создающимся самим же веществом. Например, у человека есть орган чувств, указывающий направление на центр масс, на глубины нашей планеты, откуда создается гравитационное поле Земли. Это позволяет сознанию определять направление пространства по оси вверх-вниз. А не у людей есть органы определения направления магнитного поля Земли, что позволяет уже определять направление пространства север-юг. Вот так размышлениями делаются выводы, которые состоят из комбинации пространства, времени и вещества. Где-то, когда-то что-то происходит. Базовой единицей мыслительного процесса является некоторое логическое утверждение. Именно логически непротиворечивое утверждение. Всякие другие нелогичные утверждения смысла не имеют. Точнее, не могут в принципе отразить происходящее в реальности. Могут, правда, быть логичные утверждения, но не отражающие реальность. Тогда это будут ошибочные мысли, но хотя бы построенные правильно. А их ошибочность может быть установлена рано или поздно проверкой на соответствие с другими утверждениями. Так что и они в итоге в конце концов также окажутся нелогичными, поскольку не согласуются с реальностью. Но так или иначе, правильно построенное утверждение по описанию реальности – это конкретное сочетание 3 компонентов – пространства, времени и вещества. Если с пространством и временем понятно, как описывать, координаты указать, дату, то как описывать вещество? Не секрет, что все вещество во Вселенной составное. На самом нижнем уровне оно состоит из элементарных частиц, которые в свою очередь являются простейшей комбинацией нескольких параметров, типа массы, заряда и так далее. Да и все эти значения параметров на самом деле могут переходить друг в друга.
как и все элементарные частицы, могут преобразовываться друг в друга. В итоге на самом нижнем уровне у всей материи есть общий знаменатель – энергия. Так сказать, сгустки, концентрация этой энергии в какой-то точке и дают все разнообразие элементарных частиц, потом атомов, молекул и всех предметов во Вселенной. Движение или преобразование энергии и есть суть всех происходящих процессов материи Вселенной. К слову, суммарное значение энергии внутри замкнутой системы, которой является Вселенная, не изменяется со временем, о чем говорит фундаментальный закон сохранения энергии. Взяв из физики наше четырехмерное пространство-время, мы каждой точке пространства и каждому моменту времени можем поставить конкретное значение энергии. Так мы получим пятимерную картину всей Вселенной во все времена. Для наглядности упростим, соединив три измерения пространства в одно. Тогда распределение энергии по Вселенной в каждой точке пространства-времени – это словно холмистая поверхность переменной высоты над двумя измерениями – пространством и временем. Высота в каждой точке поверхности – это конкретная энергия в определенной точке пространства в определенный момент времени. Увидев на такой поверхности непрерывный хребет фиксированной высоты, мы понимаем, что неизменное значение энергии меняет свое положение в пространстве времени, то есть какой-то сгусток энергии движется. Это мировая линия конкретной частицы в четырехмерном пространстве времени, то есть весь жизненный путь этой конкретной частицы, ее траектория или график. В математике утверждение, соответствующее такой траектории, записывается уравнением, ну или комбинацией, или системой уравнений. В простом обобщенном виде это можно записать как x равно f от t, где x – пространственная компонента, t – время, а f – функция, связующая закономерность, определяющая движение вещества в пространстве. Описание всей материи Вселенной через значение энергии в каждой точке пространства в каждый момент времени является тьмой функций на основе такого уравнения. Вот так вся Вселенная и может быть описана математическими уравнениями. Причем в основном это уравнение движения, то есть как раз изменение положения вещества во времени. Обобщение уравнений нескольких частиц или даже составных объектов, то есть поиск схожих траекторий движения вещества, приводит к открытию уравнений, соответствующих законам физики нашей Вселенной. И именно поиском этих общих закономерностей любая наука и занимается, да и не только наука, а вообще любой процесс познания. Мы же с точки зрения математики перешли к еще одному разделу – математическому анализу, который как раз занимается уравнениями и формулами. x равно f от t – это одна запись, но можно и по-другому. f от x и t равно нулю. В скобочках стоят переменные, а их можно преобразовывать в другие переменные. Это изменит и саму формулу. Но если верность уравнения останется, то и суть сохранится. В этих преобразованиях, по сути, вся работа математики и заключается. Например, у нас же нет в реальности выделенных осей пространства. Это абстракция, хоть иногда и подкрепленная ощущениями. Мы можем произвольно задать направление осей пространства. При повороте осей формула тоже преобразуется, чтобы равенство сохранилось. А вот сама траектория движения вещества от этого не изменится. Но поворот осей пространства – это не все. У математиков есть два типа мышления – геометрическое и алгебраическое. В геометрическом случае, чтобы решить математическую задачу, в сознании строится наглядная картинка. Это самый очевидный вариант поиска решений, вроде построения маршрута на карте. Однако есть и алгебраический вариант, например, когда задачу визуально невозможно представить. Тогда приходится ориентироваться на соблюдение логических преобразований без опоры на пространство. Также в случае и с преобразованием переменных в формулах. А почему бы не заменить аргументы формулы на какие-то произвольные переменные? Сама формула также изменится. Но вот равенство сохранится, а значит и соответствие описанию состояния и взаимодействию материи тоже сохранится. Да, визуально представить траектории в пространстве вещества не получится, но главное, итоговое состояние материи-то рассчитать мы сможем. Подставить значение одних переменных, начальные условия формулы, и получить значение других. О чем это все нам говорит? Да о том, что раскладывание наблюдаемых явлений на процессы движения во времени вещества в пространстве – это лишь одна из интерпретаций того, что реально происходит. Течение времени и евклидово трехмерное пространство – простая удобная конструкция, чтобы описывать реальность классических размеров.
Однако, когда мы улетаем в релятивистские эффекты или спускаемся в квантовые, там уже ерунда какая-то начинается. Хотя, к слову, она уже и на средних размерах видна, например, через дифракцию света. Те самые волновые эффекты, когда, например, свет через две щели одновременно проходит от источника к экрану. Для релятивистских эффектов пришлось оставить плоское пространство и придумать искривление пространства и времени, чтобы как-то подружить интерпретацию наблюдений на разных размерах одной и той же реальности. Этого, правда, хватило ненадолго, поэтому пришлось еще кое-где размерность пространства увеличивать. Однако можно снова вспомнить наш любимый логический круг причинно-следственных связей. Сначала мы в пространство-время помещаем вещество, а затем это вещество начинает искривлять пространство-время. Кто тут причина, а кто следствие? Поди разберись. Как же эти проблемы решить? Матан недаром строится вокруг уравнений. Мы уже поняли, что главное, чтобы равенство сохранилось, а какие там формулы и переменные будут внутри, неважно, преобразуем. Итак, теперь понятно, что все, что существует в реальности, это не вещество в пространстве времени. Это то, что сохраняет определенное равенство в различных интерпретациях. Именно это является логической сущностью. Простая дихотомия – равно или не равно. Существовать в принципе может то, что удовлетворяет законам логики. А конкретно в реальности существует то, что кроме логики еще вписывается в конкретные параметры нашей Вселенной. Это основа сущего. А вот уже после этого мы можем попробовать конкретное явление разложить на движение вещества в пространстве. Человеческие разговорные языки, как инструмент мышления, кстати, потому так и устроены. Предметы – это слова, но сами по себе они ничего не значат. И в каждом языке все называется своими именами. А вот логические единицы разговорного языка и мышления являются предложения, сочетание предметов с глаголом, как отражением действия. То есть те самые логические утверждения. И так во всех языках. К слову, поскольку зрение у человека главный орган чувств, то пространственное разложение и в приоритете. Другие органы чувств не так завязаны на трехмерность пространства, и там такая интерпретация зачастую не используется. Более того, не все взаимосвязи материи можно затолкать в трехмерное пространство, а, например, только в двухмерное или одномерное. Размерность может быть и плавающая, почему бы и нет. И есть в математике такое понятие «много больше». Это когда значение одной величины во много-много раз превышает значение другой величины. Если эти величины – разные направления в пространстве, то мы получим такие объекты, как, например, веревка, где длина много больше, чем толщина. Или лист бумаги, где толщина много меньше длины и ширины. С точки зрения нестандартного анализа можно считать веревку одномерным объектом, а лист – двумерным. А теперь посмотрим, как растет дерево, например, яблоня. Ствол дерева и ветки как бы не знают о существовании никаких измерений, кроме одного, поэтому растут по линии, в длину. Для листьев уже доступно два направления, так что расти можно в этих двух измерениях – длине и ширине. И, наконец, плоды уже расширяются во всех наших обычных трех измерениях. Ладно с яблоней, это лишь математическая модель, в реальности и ветки, и листья трехмерные объекты. Однако, когда мы на квантовый уровень спустимся, то там-то как раз пространство меньших размерностей уже явно вылезает. Та же неопределенность положения электрона в электронном облаке вокруг ядра атома – это попытка привести наблюдение одномерной элементарной частицы к трехмерному пространству классического наблюдателя. Если частица – это какое-то числовое значение, количество энергии, то ее отображением на пространство любой размерности будет сфера. У сферы в любом количестве измерений есть только одна скалярная характеристика – радиус. В одномерном случае это будет просто точка на удалении от центра, в двухмерном – окружность, в трехмерном – сфера. Да и другие квантовые эффекты тоже станут не такими же и безумными и нелогичными, если уйти от пространственной интерпретации. В итоге можно сказать, что пространство-время вторично к материи. Первично уравнение, оно причина, а разложение уравнения на составляющие вторично, они следствие. Именно материя, как логические сущности, создает вокруг себя пространство-время, и если надо, искривляет его. Поле фундаментальных взаимодействий задает воздействие наблюдаемого на наблюдателя, оно же и создает восприятие наблюдаемого у наблюдателя, в том числе и ощущение наблюдателем пространства. Что-то мы давно не вспоминали про деление на ноль.
Среди сущностей во Вселенной есть интересные объекты, черные дыры. Физики вроде нам как черную дыру даже сфотографировали. Это такой предельный случай пересечения двух сущностей. Формально черная дыра не предмет, это область пространства-времени. Однако по воздействию это самый мощный по влиянию на вещество объект. У черной дыры есть одна большая проблема – сингулярность. Это то место, где происходит деление на ноль. Причем от него не уйти никак. Как нельзя перепрыгнуть по числовой шкале с -1 на 1, не пройдя через 0. Но реальность-то логически не противоречива, и на 0 делить нельзя. Как же быть? А надо сказать, что внутри черной дыры ничего нет. И не надо там пространство со временем местами менять. На нет и сюда нет. Пространство-время – это лишь абстракция. Они не обязаны заполнять всю Вселенную непрерывно именно в евклидовом разложении на размерности 3+1. Однако тогда и залететь внутрь дыры не получится. Но что тогда происходит при достижении края дыры? А просто на горизонте событий трехмерность превращается в двухмерность. Как объект, черная дыра – это ее поверхность, двухмерный объект. Снаружи дыра наблюдается как сфера, а с другого взгляда – как плоский круг. При достижении горизонта событий предмет распадается на двухмерные элементарные частицы и встраивается в обновленный горизонт событий, расширенный за счет увеличения общей массы, энергии черной дыры. Все это, конечно, лишь гипотезы. Однако вспомним вторую цитату Ломоносова из начала видео. По псалтырю, конечно, астрономию не выучишь. Но вот по тому истинному учению, что лежит в основе псалтыря, основы астрофизики уже можно разглядеть. Мы же вернемся к математике. Наряду с нулем есть его визави, бесконечность, упоминаемая сплошь и рядом. Разберемся, что же это такое. В математике много разных бесконечностей, счетные, несчетные. Мы же логически про нее порассуждаем. Зачастую бесконечность используют как количественную характеристику. Есть 1, 2, триллион триллионов, а есть бесконечное число. Вот только проблема. Бесконечность – это не количество. Это принцип, что на любое предложенное конкретное количество обязательно будет что-то большее. Иногда говорится так: бесчисленное количество вариантов, то есть такое количество, которое нельзя обозначить числом. Ну то есть бесконечность – это вообще не число. С точки зрения логики есть конечность, а есть ее противоположность – бесконечность. Есть числа, а есть их отрицание – бесчисленность. Для произвольной абстракции рассуждения о бесконечности, конечно, красивые. Но вот с привязкой к реальности как это выглядит? Вселенная когда-то началась, расширяется миллиарды лет. Расширилась уже на многие миллиарды световых лет. Однако все, что есть сейчас во Вселенной, конечно. Даже если взять самые малые возможные размеры чего угодно, частиц, расстояний, времени, и посчитать, сколько они укладываются во Вселенной, то это будет конечное число. Да даже если спрогнозировать вперед на многие миллиарды лет и посчитать тогда это все равно будет конечное число. Можно получить тогда очень большое число, а потом еще большее число. Но все они будут конечны. И продолжать так сколько угодно, без ограничений. Может, конечно, Вселенная схлопнется рано или поздно, и посчитать дальше не получится. Но кто знает. Будем считать, что границы расширения нет. Так что получается, по сути, что бесконечность – это не более чем неограниченность. Или недостижимая ограниченность. Именно так на самом деле и трактуется бесконечность повсеместно. Что-то большее где-то там, куда нет никаких сил добраться. Скажем еще по поводу счетности и несчетности бесконечности. Если мы используем бесконечность в контексте счета, то никакой несчетной бесконечности не может быть, поскольку мы сначала задали контекст, количество и счет, а потом на этом контексте определили понятие неограниченного счета. Когда же начинается использование понятия, выходящего за исходный контекст, то дальше можно что угодно делать. Для математики такое нормально. Там вообще много разных бесконечностей. Но вот в логике такие рассуждения сомнительны. Что ж, пока мы только в большие дали смотрели, поглядим теперь вглубь, в бесконечную точность. Среди числового множества есть так называемые иррациональные числа. Это которые дробью не записываются. Среди всяких корней уравнений есть самые интересные, трансцендентные числа. Например, число π, которое является отношением длины окружности к ее диаметру. Зададимся вопросом, а каково значение этого числа, чему оно равно? Тут-то и начинаются проблемы.
Примерно 3,14. Еще примернее 3,1416. И так далее. Так вот, это так далее не имеет конца. Более того, оно не имеет конца ни в каком варианте записи, не только десятичном, в отличие от некоторых других чисел. Ну то есть число вроде бы есть, но точного значения, то есть в принципе значения, у него по сути нет. Для любой задачи с любой точностью значение можно указать, но это не будет числом π. Это будет только его приближением с определенной точностью. Получается, что отношение окружности к диаметру невыразимо числовым значением. Такова реальная, а не математическая геометрия. Вот такие логические кошмары математики от начала и до конца. Точнее, с началом и с концом, с нулем и бесконечностью. Да и с середины тоже. Везде логические противоречия лезут, мило называемые парадоксами. Что же в итоге со всем этим делать? Не отказываться же от математики. Нет, конечно, она и правда ум в порядок приводит. Просто надо понимать, что в действительности нет ни абсолютного добра, ни абсолютного зла. Математика, как наш главный герой, на самом деле несет и черты антигероя в себе. Двигая прогресс человеческой цивилизации вперед, математика пытается себя абсолютизировать, но неизбежно сталкивается с тем, что реальность осаждает ее своими опытами, которые и есть настоящий критерий истинности. В физике математика же сама и не позволяет привести все к единой теории, так как это великое объединение в контексте математики невозможно в принципе. Сама математика является инструментом приближенного описания реальности, однако лишь инструментом и лишь приближенным. Все отдельные аспекты реальности описать математикой можно, собрать все воедино – нет. А вот логикой как раз можно, она-то в полной мере соответствует реальности. Вся наша Вселенная подчиняется законам физики. Большинство этих закономерностей уже открыто. Собственно, фундаментальный принцип причинности и говорит, что Вселенная – это все то, что подчиняется определенному набору законов физики и взаимосвязано друг с другом. Несмотря на то, что сейчас уже отдельные части Вселенной никак не оказывают влияния на некоторые другие части, раньше-то они оказывали, когда были ближе друг к другу. Все начиналось из одной точки, исходило из одной причины. Это мировое древо причинно-следственных связей растет из одного семени. У всего во Вселенной лишь одна первопричина. Можно смело предположить, что как и вся материя во Вселенной взаимосвязана, так и все физические законы Вселенной взаимосвязаны. В законах есть две составляющие. Одна часть – взаимосвязи, вторая – конкретные параметры или фундаментальные постоянные. Та же скорость света, гравитационная постоянная или постоянная планка. Нетрудно понять, что за первыми сочетаниями различных проявлений единой материи Вселенной лежат логические законы. Вроде того, что скорость – это отношение пройденного расстояния к прошедшему времени. А вот вторые, всякие константы, отвечают за конкретные воплощения материи нашей Вселенной. И вроде бы как являются случайным выбором. Вместе то и другое определяет в полной мере именно нашу Вселенную во всем ее многообразии. Вообще, с точки зрения закономерностей, вся материя Вселенной выстроена в общую иерархическую связь. Законы биологии есть следствие законов химии, законы химии – следствие законов физики, а законы физики – следствие законов логики. Но если законы логики подчиняются сами себе, то есть они являются объективными закономерностями, они могут быть только такими и никакими более, то кто выбрал конкретные параметры, постоянные? Спросим себя, как от следствия переходить к причине, от явлений к контексту, как от субъективного переходить к объективному, от нескольких вариантов к их объединению, от противоположности к основанию. Обобщением, достройка до полноты. А раз существует наша Вселенная, то почему бы не существовать и другой Вселенной, где другие значения параметров? Мы, правда, из своей Вселенной туда никак не попадем, поскольку мы плоть от плоти наша Вселенная. Мы в нашей Вселенной живем по нашим законам, с нашими параметрами. У нас наше пространство и наше время, в которых мы движемся. Ну как движемся? Это лишь наше восприятие. В четырехмерном пространстве времени все везде и сразу, но только внутри нашей Вселенной. Но также и в другой, во всех других, с другими параметрами. Объединив все Вселенные, мы получим мультивселенную, полную совокупность всех материальных миров. В других вселенных может быть скуднее разнообразие предметов, а в каких-то может и разнообразнее, чем в нашей.
Доступа туда нет, только как ментальный эксперимент. Наше сознание-то как раз по принципу логики построено, с вариативностью параметров. Мы можем представить любую возможную вселенную из логической мультивселенной. Правда, только в ограниченном виде. Даже наглядное кино можем про нее снять, где наши законы физики не действуют. Так что материальный мир – это не только наша вселенная, это совокупность всех вселенных, всех частных материальных миров. По законам логики у такой сущности, как мультивселенная, есть противоположность. Отрицанием материального мира является идеальный мир. Если наша Вселенная представитель мира параметров, то идеальный мир – мир законов. Он один на нас многих. Единство против совокупности, дух против воплощения. Вместе они – материальные миры и идеальный мир. Сущее. Все сущности. А вот над этими двумя мирами, противоположностями, их объединение, основание. И тут мы снова вспомним логический закон тождества. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного. Все – это ничто. Конец – это начало. Вот это первоначало, изначальная пустота, небытие. Оно же и все бытие из него, и материальное, и идеальное. Пустое множество – это же и множество всех множеств. Такой вот замкнутый круг, а между ними сущая, двойственная, пара противоположностей. Но кто-то же начал этот круговорот, запустил это колесо. Тут опять обратимся к физике. Большой взрыв – это сингулярность, наше любимое деление на ноль. А с логикой это не дружит. Вот только незадача. Мы-то, живя сейчас, разматываем клубок Вселенной до большого взрыва. Просчитываем, что было через год после начала, через час, через наносекунду. Мы всегда в середине процесса. Что-то предшествует, что-то следует, а мы наблюдаем середину, сейчас. Только вот самого начала не было. В точке 0 Вселенной еще не было, а во всех остальных точках она уже есть. Когда сущность наблюдаема, она уже существует, а когда она не родилась, ее еще и нет. Так что и наша Вселенная, да и все другие, родились из ничего, из пустоты. Что же касается первой причины, то она та же пустота, отсутствие вообще чего-либо. То есть для рождения и существования всего ничего не нужно. Вся наша реальность, да и все другие реальности, лишь логически возможные миры, логические противоположности друг друга, которые все разом возникают из деления своего основания. И к нему же возвращаются, объединяясь снова друг с другом в это основание. Уходят в бесконечность, то есть в ту же пустоту. Реалистичность каждого из миров – устойчивая мысль высшего разума, абстрактная мысль. Как числовое множество и математика, являющиеся чисто абстрактной сущностью, но при этом стойко описывают реальность. Сама же математика никем не рождена и не придумана. Она не располагается в пространстве, не меняется во времени. У нее нет ни начала, ни конца, она просто есть, как абстракция, и не только в нашей Вселенной, а во всех Вселенных. Это у человека сначала появляется материальное основание разума, рождающее мысли, а высшему разуму ни появляться, ни существовать нет необходимости. Все миры, в том числе и наша Вселенная с нами, это лишь самосогласующаяся логическая формула. А наша иллюзия твердости существования – лишь стойкость, постоянство логической непротиворечивости, затем опирающиеся на константы, определяющие нашу Вселенную. На высшем же уровне именно самосогласованность является основанием. Она же и есть логика. Она же определяет и само понятие существования. Именно в логичности объективная возможность существования. Логика же существует сама из себя. И ничего другого не надо, чтобы было существование. И логики, да и всего сущего. Только всего одновременно, как логических противоположностей. Существует все, что может существовать. Каждое в своем месте, в свое время и в своей вселенной. А человек видит только свою часть сущего, но помыслить может и о других. Все же вместе – ничто. Для изучения истинной логики и истории эволюции ее познания человечеством смотрите плейлист с лекциями по истории истины. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и пишите в комментариях вопросы и пожелания, что разобрать в следующих видео.